Майнкрафт. Игра, с которой связано много теплых воспоминаний. Игра, обогнавшая Тетрис по продажам копий игры. Вспоминая те дни, когда ты беззаботно исследовал одинокий, но по-своему приятный мир, выполненный в кубическом стиле. Каждая нотка музыки, вызывающая эту ностальгию, запоминается надолго. Майнкрафт — это игра, которая подарила детство многим людям, играющим в нее. Когда вы смотрели известных блогеров в то время, играли на серверах с друзьями, вы радовались каждому мгновению. Но в чем же заключается причина тех приятных воспоминаний, оставивших след в вашей душе? Какова атмосфера старого Майнкрафта, когда ночь еще владел Моджанг, контент по Майнкрафту на ютубе еще не скатился в то время? Почему старые версии по-своему загадочны? В конце вас ожидает приятный бонус в виде гайда, как играть в компьютерный майн на телефоне. Усаживайтесь поудобнее и заваривайте чаек. Поехали! Многие задаются вопросом, есть ли смысл играть на старых версиях Майнкрафт? Там же нету такого разнообразия контента, как в текущий момент. И что же мы имеем сейчас? Огромные пещеры, которые интересно изучать, ведь они поражают своими масштабами. Ты по-настоящему удивляешься, что даже в самых недрах земли может кипеть жизнь. К тому же увеличивается размер мира вниз и вверх, что также не может не поражать тебя. Океаны, по которым можно быстро перемещаться вплавь, искать клады и подводные данжи. Наконец, океаны теперь еще и полны жизнью. Рыбы, дельфины, черепахи и местный аналог водорослей – ламинария. Отнюдь не бесполезны, однако. Или может это и есть водоросли? Ладно, неважно. Новый энд, где после победы над драконом открывается возможность пойти на летающие острова с крепостями, элитрами и шалкерами, возможностью получения хоруса, еды, при поедании которой телепортируешься в случайное место возле себя. Ее часто юзают игроки при PvP на серверах анархии для того, чтобы попасть на базы игроков. В то же время добавили новую боевую систему, которая вначале не приелась, ибо закликивание было еще с самых первых версий, а потом спустя время игроки переварили ее. Village and Pillage Update, полностью изменивший облик деревень, поменявший систему торговли и добавивший механику набегов разбойников на деревни. И новый данж в виде башни разбойников. Версия 1.16, изменившая ад, которые не меняли еще с давних времен. Добавили кучу новых биомов, новых враждебных и не очень мобов. Возможность бартера с этими мобами, а если точнее, то с пиглинами. Новый данж, бастион. Ад стал по-настоящему интересным для исследования, и каждый биом таит в себе свою атмосферу. Добавили пчел, обновили горы, также множество другого, о чем поговорю как-нибудь в следующий раз. Потерпело изменения и фон в главном меню. Он стал меняться с каждым крупным обновлением. В последнее время разработчики добавляют новые треки почти каждому крупному обновлению. Так было в 1.16, 1.18, 1.19 и 1.20. Эти треки были написаны уже другими композиторами. Сначала использовались треки Лены Рейн, которые включены в 3 официальных саундтрека. Вот, например. Треки для обновления 1.20 Trails and Tales были написаны уже Как это читается? Аарона Черафом. Также в 1.20 изменились правила воспроизведения треков Area, Fairbucks и Labyrinthine. Все эти изменения добавили уже в игре динамики и красок. Ты постоянно что-то делаешь, спеша идешь добывать дерево, потом шахту и так далее. Это все напоминает спидран Дрима. Ну ладно, все же вернемся к истокам. Как же это было в те времена, когда ночь владел компанией Mojang? Не было новых океанов, гор, пещер и ада. Были те самые старые сплэши, старое меню или такое. С чего же все это начиналось? Наверняка каждый помнит те приятные ощущения игры в Майнкрафт. Когда приходишь после школы, заваленный уроками, и втихаря садишься за компик и включаешь этот старый пиратский лаунчер. Уже в меню, в предвкушении игры, ты начинаешь втягиваться в кубический мир,
итоге создаешь новый мир. Ты появляешься в самом неприметном на первый взгляд месте. Не спеша идешь по блокам, добываешь первое дерево, находишь в горах уголь, убиваешь попавшихся тебе на глаза мобов, попутно изучая все, что стало тебе интересно. Долго ходя по округе, ты замечаешь яркий красно-розовый закат, предупреждающий о скором наступлении мрака. Ты этого пугаешься, ведь не успел построить даже самое примитивное укрытие. Начинаешь искать спасение в ближайших пещерах, но и они не вызывают у тебя доверия. Единственный оставшийся выход — это зарыться под землю, и в трепете и в холодном поту просиживаешь ночь внутри этого убежища. Так проходил у большинства игроков первый день выживания в Майнкрафте, когда только начинали знакомиться с этой игрой. Те теплые ощущения, но после этого ты осознаешь истинную атмосферу. Но иногда, заходя в тот же самый мир, ты испытываешь не только ощущение полного умиротворения, но и постепенно начинаешь испытывать чувство тоски. Одиночество начинает давить на тебя. Каждый услышанный тобой звук заставляет тебя обернуться. Пустой мир постепенно тебе доказывает, что ты один-одинешенек, ставит тебя на место, начинает тебя давить постоянно нагнетающим чувством. И уже нету такого уверенного чувства контроля. Таковы старые версии, там все отличается от теперешних. Музыка начинает звучать слишком угнетающе. Тишина заставляет тебя нервничать. В версиях бета и альфа еще трепетней. Там нету бега. Тебе становится слишком страшно выходить на улицу ночью. Добавок к тому, что ночь наступает слишком резко и стремительно, уровень яркости нельзя корректировать, в шахтах и пещерах без факелов вообще не хочется соваться. Добавок к этому, многие до сих пор пугают многие мифы о старом Майнкрафте, заставляющие тебя постоянно смотреть по сторонам. А мало ли... Иногда, после тяжелого рабочего дня, эти версии заставляют тебя погрузиться в атмосферу загадочности. Особенно если за окном холодная осень с пасмурной погодой. Надеваешь наушники, корректируешь свет, сидя одиноко в своей квартире. Только ты, чай и Майнкрафт. Воистину уникальный вайб. Моментально погрузит вас в игру своей простотой. Любой уважающий себя человек, играющий в Майнкрафт, смотрел на ютубе видео по Майнкрафту. Нет, не такое, а гораздо ранее. Старую эпоху майна, когда были на пике популярности такие легенды, как Бендерчат, зомби. Мало того, что я зомби, так у меня еще и шлем на голове, но шлем нам понадобится позже. Лололошка. Всем привет, с вами Лолошка, и сегодня мы будем рассматривать мод, с помощью которого вы сможете вырастить собственного сына в Майнкрафте. Прост. Всем привет, с вами Фрост и Парниша, и мы начинаем наше новое выживание под названием «Мир в бутылке», ну точнее много миров в бутылке. Мистик и лагерь. Да, почему ты снова первый? Да потому что дайте поборьтесь. Дилерон. Так, слышь, парень, пошел отсюда. Пошел, до свидания. До свидания, пойду его зафигарю, что ли. Так, а ну-ка, аккуратненько, аккуратненько. Ай, ай, больно. Больно, 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 парень. Мистер Оставляет он после Фриз. себя довольно-таки маленькую воронку. Вы сейчас в этом убедитесь, потому что, вот, например, с этим синеньким динамитом, который в 5 раз сильнее обычного. Алекс Криш. Обожаю чудеса этой графики, особенно когда висят деревья и твоя челюсть. Теперь сделай там всякие доски, станок, ковырялки и т.д. и т.п., пока не дойдем до деревянной кирки. Зашибенный мы. Пятерка, Кейн, Скрынник, царство ему небесное, и многие другие. Русскоязычная комьюнити Майнкрафта на ютубе стремительно развивалась. Летсплей, обзоры модов, прохождение карт, строительство. Майнкрафт сериалы, такие как «Новички», Майнкрафт для нубов, Приключения нуба, Отряд мобов, Приключения Фримена, Крушение на острове, Школа, Остров Херобрина и многие другие. Были еще популярны Майнкрафт клипы, их смотрел каждый. Cave and you're feeling kind of brave. Go to bed, you'll be alright. Don't mind at
night. There's nothing that is gonna change if you just wait until the day. Zombies wanna eat your brains. Don't mind at night. Faster than I gaze up into the boundless skyline. No block wires playing in the sunshine. Turn around, pick up my sword and wield the blade that once forced evil mobs to yield. And hope one day that the sky. Так, теперь главный вопрос. Почему все еще играют на старых версиях Майнкрафта? Я выделил самые главные причины. Первое. Дизайн и геймплей старых версий. В новых версиях совершенно не та атмосфера. В новых версиях нету иллюзии незаконченности. Сырой продукт давал ярче впечатления, ибо приходилось постоянно включать фантазию. Бывает, бродишь в мире на старой версии, и так хочется много чего напридумывать. Второе. Первое знакомство с кубическим миром. Далеко не секрет, что ностальгические чувства по-своему теплые и приятны. Вспоминаешь свои первые шаги в этой пиксельной игре, друзей на серверах, с которыми ты больше не встретишься, ту самую собаку, которую ты больше никогда не увидишь. Третье. Продажа компании Mojang компании Microsoft за $2 миллиарда. Многие это встретили с недовольством, но после привыкли. А если те, кто этого не потерпел и до сих пор играет на старых версиях. Четвертое. Сервера и модификации. Некоторые сервера и модификации остаются только на некоторых версиях. К примеру, большая часть старых модов до 1.8 не перешла на новые версии. Связано это с проблемами с кодом, которые после 1.7.10 переработали. И большая часть мододелов не решились переходить на новые версии из-за возни с этим кодом. Есть еще моды, только предназначенные для старых версий. К примеру, Better Than Adventure, Classic Plus, InDev Plus и другие. Сервера же некоторые попросту не хотят переходить на новые версии из-за нестабильности некоторых плагинов или попросту из-за лени их администрации. Пятое. Из-за лучшей оптимизации. Вот с этим пунктом я согласен лишь на 50%, но есть и такие любители. У них слишком слабые устройства и они предпочитают более старые версии. Теперь перейдем к обещанному бонусу. И сейчас я вам расскажу, как играть в компьютерный майн на телефоне, абсолютно бесплатно. Скачивайте приложение Pajaf Launcher на телефон. В своем телеграме скину апок на его скачивание. Далее вы его устанавливаете. После установки появляется в окне входа. Вы можете легко создать аккаунт, здесь не имея лицензии Minecraft. Требуется только ввести ник. Далее выбираете версию для игры. По желанию можете поменять визуализатор под выбранную версию. Новые версии будут тянуть гораздо хуже, чем старые, но все зависит от вашего устройства. Заходя в игру, вы можете поменять управление, нажав на шестеренку. Далее пользовательское управление и поменять его под себя. После же сохраняете этот пресет и выбираете его как дефолтное управление. Все, готово. По желанию поменяйте настройки внутри игры, но другой язык будет выбрать довольно-таки проблематично, так как не работает этот ползунок. А так вполне тот же компьютерный майн. Майнкрафт. Замечательная игра, подарившая множеству игроков со всего мира яркие впечатления при игре в нее. Песочница с ноткой приключений и большого количества разных механик, которые не перестают удивлять игроков до сих пор. Новые версии по-своему прекрасны. Новый контент приносит больше интересного в игру. Иногда и хочется окунуться в ностальгию старого Майнкрафта, в котором проходил беззаботно свои старые времена. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, там я скину апок на скачивание Pajaf Launcher. Также не забывайте делиться видео с друзьями. До скорых встреч!